Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я расскажу вам, как вязать вот такую квадратную корзинку. И также покажу вам, как делается вот этот узор, который здесь на стенках. Для корзиночки мне потребуется крючок. На этот раз я возьму номер 9. И ролик пряжи Бисквит. Это серый цвет, цвет грей. В ролике 100 метров, толщина нити стандартная 7-9 миллиметров. Нарезка этой нити лицевой стороной наружу. То есть такая нить практически не деформируется. Я начну вязание с магической петли. Делаю первую подъемную петлю. Ее я считаю в числе всех остальных петель. И дальше делаю еще 5 столбиков без накида в эту магическую петлю. То есть вязание квадрата начинается все так же с вязания круга. Петлю затягиваю. И делаю соединение. Бесшовное соединение. Нитку вытаскиваю, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, которая образует столбики без накида. Подхватываю эту петлю, втаскиваю и дальше накидываю петельку на вязание. И все это затягиваю. Затягиваю так, чтобы узелочек получился плоским, то есть он практически не выпирает. То, что многие затягивают вот так, и таким образом здесь получается очень толсто. Так затягивать не надо. Затягиваю в плоский узел. Дальше в каждую петлю я вяжу по 2 столбика без накида. Первая подъемная тоже у меня считается как один столбик без накида. То есть первые 2 ряда абсолютно совпадают с вязанием круга. В каждую петлю по 2 столбика без накида в раскол. Петелек должно быть 12. Снова делаю бесшовное соединение. Вытягиваю петлю побольше, вставляю крючок в первую горизонтальную косичку, подхватываю петлю, втаскиваю и делаю такой накид, и дальше затягиваю получившийся узелок. Так у меня получилось 2 ряда, вроде бы абсолютный круг. Сейчас я буду делать квадрат. То есть у меня 12 петель в круге, и 12 делится на 4, это будет 3. То есть я вяжу 2 петли. Это обычные столбики без накида в раскол. И в каждую третью петельку я буду делать по 3 столбика без накида в раскол. Таким образом будет формироваться угол. Почему я не начала делать это сразу? Ну, потому что во втором ряду совершенно не нужно формировать еще угол, да. Тут у вас только скорее будет
ну, как-то лишнего навяжете, да, угол можно начать формировать спокойно с третьего ряда. И поэтому я и набираю вот здесь 6, потому что те, кто формирует угол со второго ряда, набирают 8. Опять-таки 8 для столбиков без накида в раскол это многовато. Здесь вот получается дырочка больше. Ну и пряжа. В моей схеме пряжа уходит меньше на тот же самый квадрат. Снова 2 петли столбики без накида в раскол. И дальше 3 петелечки в одну для угла. Тут уже можно видеть, как формируются углы. То есть вот здесь вот будет угол и вот здесь будет угол. Снова 2 самых обычных петли. То есть в каждую петлю по одному столбику без накида в раскол. Следите за тем, чтобы еще с обратной стороны он тоже выходил ровно. И 3 петли в угол. Продолжаем эту схему. 2 петли это столбики без накида в раскол, по одной в каждую петлю предыдущего ряда. И у меня остается одна петля, куда я должна сделать 3 столбика без накида в раскол. Тем самым я сформирую последний, 4-й угол. Снова делаю соединение. Подробнее, как делать такие соединения, можете посмотреть на моем канале. Ссылку я всегда оставляю в описании под видео. То есть уже можно видеть очертания квадрата. Дальше для того, чтобы было лучше видно, можно воспользоваться маркерами и, например, пометить углы. Если вы вяжете не слишком часто, то вам будет это полезно. То есть углы находятся там, где мы делали где мы делали 3 петли в серединке. То есть это вот 2-я петля из этих 3. Сюда я повешу маркеры. Когда вяжете, можете переставлять эти маркеры. Снова начинаю следующий ряд. Он начинается с петли подъема. Фактически здесь в каждую петельку будет вязаться по одному столбику без накида в раскол. Но как только вы доходите до столбика, в котором стоит маркер, вы вспоминаете о том, что это угол. И в этот угол нужно сделать 3 петли. То есть снова делаем 1, 2, 3. И можно маркер вернуть на 2-ю, то есть не на 3-ю, не на 1-ю, на ту, которая в серединке. Снова по одной петле в каждую петельку, по одному столбику без накида в раскол. Когда доходите до петли с маркером, сюда делаете 3 петли. Снимаю маркер, и в эту петельку мне нужно будет сделать 3 петли. 1, 2, 3.
на среднюю я повешу снова маркер. И так продолжаю, пока не закончится круг. При этом в стенках у меня четное количество петель, потому что я начала с 6, а не с 8. То есть для каких-то узоров это может быть интересно. Последний угол. Три петли делаю в угол. Возвращаю маркер. И снова делаю бесшовное соединение рядов. Так, я уже связала 4 ряда. В принципе, по этой схеме вяжутся все остальные ряды. То количество, какое вам нужно. На тот размер, который вам нужен. Я связала 8 рядов. Да, вот вы видите уже, что форма приобретает квадрат. И я свяжу сейчас последний ряд, 9. А в последнем ряду в углу я буду делать не по 3 петли, а по 2. Также не забываем, что на этом этапе нужно отпарить донышко, потому что отпарить его, когда оно будет уже донышком корзинки, будет сложнее. У него уже появятся стенки. И я вяжу последний ряд. Последний ряд будет 9. Все то же самое. В каждую петлю я делаю по столбику с накидом, по столбику без накида в раскол. И в угол я делаю по 2 столбика без накида в раскол. Снимаю маркер. И в этот угол я делаю 2 столбика без накида в раскол. Так, вяжу следующую стенку.
И в угол снова делаю 2 столбика без накида в раскол. Еще одна стеночка. В каждый столбик без накида предыдущего ряда по одному столбику без накида в раскол. Вот я довязала последний ряд. Здесь я сделала в каждом углу вместо 3 петель только 2, ну, чтобы он был чуть-чуть поменьше. Сейчас я его измерю. Длина стенки 21 сантиметр. В дюймах я тоже покажу, кому надо. Посмотрим в дюймах. 8 с небольшим. Дальше я закрою этот ряд и начну уже вязать стеночки. Стенки можно вязать любым узором. Я буду вязать узором плетенка. Так, я закрыла последний ряд. И сейчас я свяжу первый ряд стеночек. Он у меня практически всегда вяжется одинаково, независимо от узоров. То есть я просто вяжу в каждую петлю по столбику без накида, без прибавок, без убавок. Это будет подъемный ряд. Крючок я вставляю в косичку и одновременно подхватываю вот эту перемычку, которая имеется сзади у каждой петли. То есть косичка и перемычка. Вставляю крючок, одну петлю вытягиваю и затем протягиваю вместе. Это получается столбик без накида. Снова косичка, перемычка, петельку вытягиваю, 2 петли вместе. Так до конца ряда. В конце ряда опять сделаю соединение. Первый ряд стеночек я закончила. Завершаю его точно так же соединением. И дальше перехожу уже к вязанию узора. Первый ряд. Я начну вставлять крючок как бы на ряд ниже. Буду делать такой же обычный столбик без накида. Дальше воздушная петелька. Дальше снова столбик без накида на ряд ниже. Воздушная петелька. Столбик без накида на ряд ниже. Воздушная петелька. Столбик без накида на ряд ниже. То есть вот это вот так. В этот узор кратен 2. То есть мне нужно четное количество петель. Но у меня оно и так четное, то есть об этом я особо не задумываюсь. Воздушная петля. Столбик без накида на ряд ниже. Повторяем до конца ряда. Итак, я подошла к концу первого ряда узора. Если вы все делаете правильно, то у вас останется еще сделать одну воздушную петлю, и дальше нужно будет соединение. Если вы где-то ошиблись, у вас нечетное количество петель в ряду, то у вас подряд будут 2 вот такие петли, да? То есть между ними не будет вот этого пробела, значит считайте петли, где-то что-то не так. Дальше снова делаю соединение, практически все то же самое, вставляю опять крючок в первую горизонтальную петлю, вот эту вот, подхватываю нить, вытаскиваю ее, дальше я чуть-чуть ее уменьшаю и как бы просто пальцем придерживаю. Я не буду делать закрепку здесь, я ее потом соединю с вязанием. Я начинаю второй ряд, и дальше все ряды вяжутся именно так, как вяжется второй ряд. То есть он начинается с петли подъема, которая играет роль первого столбика без накида. Здесь вот у меня было узелковое соединение, да, и я ищу как бы вторую половинку его, то есть за заднюю полупетлю
фактически я это делаю, вытаскиваю, стараюсь вот эту петлю не упустить. И делаю первую петлю подъема. Петля сделана. Дальше делаю воздушную петельку, потому что я чередую столбик без накида и воздушная петля. И делаю следующую петлю, там, где вот у нас была воздушная петля, под ней идет столбик без накида. Вот туда я делаю еще один столбик без накида, на ряд ниже за заднюю полупетлю. И именно в этот момент я подхватываю вот эту петлю, которая осталась у нас от соединения, и все это провязываю вместе. Снова воздушная петля. Эту петлю я пропускаю. И в то место, где в предыдущем ряду была воздушная петля, я ищу петлю на ряд ниже. И за заднюю полупетлю я делаю обычный столбик без накида. В принципе, узор уже видно, то есть он будет вот так вот. И когда вы вяжете за заднюю полупетлю, у вас остаются еще горизонтальные нити. И узор очень похож на переплетение, обычно ситцевое переплетение ткани. И так вяжу до конца ряда. Все остальные ряды вяжутся точно так же. Единственное было отличие в первом ряду, да, потому что у нас не было как бы базы для него связанной. Поэтому он просто чередовался. Тут же мы делаем шахматку, и мы как бы видим все то, что мы делаем. То есть над петлей, которая была воздушной петлей, мы делаем столбик без накида, а над столбиком без накида предыдущего ряда делается воздушная петля. И так вяжется до конца ряда. И затем ряд опять соединяется, точно так же, как я уже показала. Итак, снова конец второго ряда. Делаю последнюю воздушную петлю, вставляю крючок в первую горизонтальную петельку. Здесь ей немножко сложно вставить, потому что ее образует воздушная петля, и она уже как бы туго затянута. Подхватываю вот эту петлю, вытягиваю ее на изнанку, делаю ее чуть-чуть поменьше. Дальше я ее держу пальцем, как бы оставляю, и ищу предыдущий, как бы ищу место, куда можно вставить крючок в предыдущем ряду. То есть вот я вот делать вот над этой петлей я буду делать первый столбик без накида этого ряда. Вставляю крючок вот в эту косичку, то есть вяжу за заднюю полупетлю, провязываю, делаю воздушную петлю, эту петлю стараюсь не потерять, снова ищу петлю, куда можно место, куда можно воткнуть крючок. Делаю самый обычный столбик без накида, подхватываю петлю, которая остается от соединения. Все 3 петли я провязываю вместе. Воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Так будут вязаться все остальные ряды на ту высоту, которую вам нужно. Ну или пока не закончится нить. Вот узор уже виден. Я связала 8 рядов. Вот такая вот получается корзинка. Дальше я закрою последний ряд и сделаю отделочный ряд. Закрываю последнюю петлю. И последний ряд я сделаю из соединительных петель. То есть я просто вставляю крючок вот в эту косичку, захватываю петлю, захватываю еще одну петлю протягиваю в другую.
И так до конца ряда. Вставляю, вытаскиваю петлю, петлю протягиваю. Так, ряд вязать я закончила, и теперь соединяю последние петли с началом этого ряда. И выводим его наизнанку. Вот такая получилась корзинка. Остается только заправить нити. Вот ее дно. Поближе. Вот дно, вот стеночки. Но я уже измеряла на 21 сантиметр. Если вам интересно, вот из одного мотка пряжи может получиться вот такая квадратная корзина. Этот узор, конечно, немного убористый, и есть пряжи побольше, чем, например, обычные столбики без накида. Ну и кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.